Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами вязать не будем, будем отдыхать и разговаривать о том, о сём. Ну и, конечно же, в основном о вязании. Сейчас я временно не снимаю видео. Жду, пока затянутся мои раны на руках. Не хочу их показывать видео, но для себя я уже вязать начала. Так что все хорошо, все в порядке, все заживает быстро. Слава богу, все уже более-менее нормально с руками. Так, сегодня хочу дать советы начинающим вязальщикам. Наверное, об этом хотела бы поговорить. Собрала коллекцию советов. Все, конечно же, о них знают, но мало кто соблюдает. Давайте, наверное, начнем с крючков. Хотя что говорить про крючки, всем это и так понятно, что крючки бывают разные, подешевле, подороже. Я вяжу самыми обычными крючками. И если вы только начинаете вязать, конечно же, достаточно купить обыкновенный, самый простой и недорогой крючок. У меня, конечно, самой в мечтах купить дорогие фирмы, какие-нибудь Тулип, какие Кловер, но пока не могу себе позволить. Жалко и все. Хотя вязание для меня это вся жизнь, но никак рука не поднимается в магазине купить такие дорогие крючки. Но вязать, конечно, вот такими фирменными, дорогими и простыми, это, конечно, небо и земля. У меня есть один крючок от фирмы Ади, это не самый дорогой крючок, но уже разницу я отличаю существенно, когда вяжу этим крючком и обыкновенным там за 30 рублей. Если вы не планируете вязать много изделий, то, конечно, достаточно купить обыкновенный простой крючок и также свяжете, и результат получится не хуже. Но если вы планируете вязать много, постоянно, то, конечно, скупиться на крючки не стоит. Видите, я советую, но сама никак не могу купить дорогие крючки себе. Ну, наверное, когда-то я созрею, может быть, денег будет достаточно, потому что одного крючка купить это недостаточно, нужно разных размеров, но пока я не могу себе этого позволить и вяжу обыкновенными крючками. Так, про крючки сказала. Ну, как видите, вяжу, все так же получается, и салфетки, и какие-то шарфы, все обычными крючками, также результат нормальный, меня устраивает. И это касается пряжи. Если крючки еще можно как-то выбрать подешевле, подороже, то на пряже, конечно же, не стоит скупиться и сразу покупать хорошую, качественную пряжу. Это не значит, что она очень дорогая, но надо выбирать сразу хорошую пряжу. Не надо вязать из дешевой, потому что времени будет потрачено много, столько же, сколько вы вяжете из дешевой, из дорогой, но изделие будет отличаться по внешнему виду. На пряже не экономим. Так, вот мне салфеточку я приготовила. Вот, мадам Трикоте, Макси нитки. Даже сам процесс вязания намного отличается, чем мы вяжем из дешевых ниток. Вот надо, чтобы мы вязали, получалось красивое изделие, но и сам процесс вязания доставлял удовольствие. Вот вяжем из дорогих ниток, вот Виолет, ну не то, что дорогие, но есть подешевле, но нитки выбираем сразу. Кстати, про нитки я оставлю ссылку вот здесь на экране. Как бы выбирала нитки я для салфеток, из каких ниток я вяжу салфетки. И как подобрать крючок к пряже, также у меня есть видео на канале, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Видите, этот воротничок свой принарядилась для этого видео во всей красе. Вот, ставила его просто. И уже блузочка как-то понаряднее. Так, вспомнила пока про нее, про воротничок. А то что ж, а то вдруг кто не увидит, внимания не обратит. Так, про нитки и про крючок сказала. Еще такой совет. Если мы вяжем парные вещи, носки, варежки, или вяжем, например, какую-то игрушку, куколку, там, медвежонка, зайчонка, вот парные детали, ножки, лапки, ручки, вяжем
одновременно. Связали одну ручку, сразу же приступаем к провязыванию другой детали. Несмотря на то, что мы вяжем одним крючком, одной пряжей, в разное время суток, даже утром, вечером, получается разным размером. Это зависит от плотности вязания, от настроения. Поэтому пока мы на одной волне вяжем сразу две детальки, чтобы размер был максимально одинаковым. А уж тем более на другой день, через день, то совсем может получиться разным размером. Набираем тоже количество петель, но вот, как ни странно, получается так. Поэтому ручки, ножки маленькие, быстро их вязать, поэтому не откладываем в долгий ящик, сразу вяжем вторую детальку. Это вот как совет такой уже с опытом мастерицы. Я про себя говорю, что я мастерица. Вот. Говорю, мастерица. Это совет такой важный на самом деле. Кажется, мелочь, но такая замечена. Маленький нюанс. Так, про это сказала. Про вязание в транспорте. Знаю, что многие спешат после работы, хотят поскорее закончить, начать вязать. Ни в коем случае не вяжем в автомобиле, в маршрутке, в автобусе, в троллейбусе. Не надо. Бережем свои глазки, они нам еще пригодятся. У нас и так нагрузка на глаза, постоянно вяжем, напрягаем зрение. А тут еще качка, головокружение, голова болтается, качается. Нам это не нужно, это нисколько не ускоряет, а нагрузка на глаза увеличивается, и нам нужны наши глаза здоровыми. По себе уже замечаю, зрение начало падать. Если вижу без очков, вроде бы все хорошо вижу, кажется, ну, может быть, уже на ощупь вижу, но куда-то в другое место посмотреть, мелкий шрифт, уже, конечно, глаза вижу, что зрение упало, и нужно уже подбирать очки. Но вижу пока без очков, слава богу. Но бережем зрение с молоду. Это очень важно. Это также наш инструмент, как и руки и глаза. Поэтому вот так. И про вязание, в какой позе мы вяжем. По правилам, конечно, надо вязать сидя за столом. Руки у нас на столе. Подкладываем ткань, если вяжем светлыми нитками, фон делаем темный, если вяжем темными нитками, подстилаем основу, вяжем на светлом фоне, чтобы был контраст. Это так по правилам. Но, конечно же, мы эти правила не соблюдаем, нарушаем. Вот кто у нас вяжет за столом, оставьте в комментариях свой комментарий, кто вяжет. Я думаю, что мало кто так придерживается таких правил. Все мы вяжем, сидя, развалившись в кресле, на диване. Пусть будет так, хоть лежа, хоть сидя, хоть на голове. Недавно ходила на массаж, и мой врач сказал: вяжите, как вам удобно, единственное, что нужно чаще менять позу. Если вяжем сидя, задираем ноги туда-сюда, наклоняемся влево, вправо, вбок, полубок, не нужно замирать в одном положении, как хамелеоны. Сели, глаза выпучили и вяжем. Все, меняем, шевелимся, чтобы у нас кровообращение не было нарушенное, не было застоя в шее. Это тоже знаю, что болезнь многих вязальщиц, это вот воротниковая зона. Ну и позвоночник, поясница, все разминаем. Чаще делаем разминочки в процессе нашей работы. Так, про это рассказала. Дальше что? Про пряжу, крючки. Что еще хотела сказать? Про освещение. Тоже это касается зрения. Смотрим, чтобы было комфортно, глаза не напрягались. Выбираем свет поярче, но если наоборот яркий свет вам некомфортно, делаем удобно, чтобы было. В темноте, конечно, в полутьме никакой не вяжем. Это уже люди все взрослые понимают, что все это очень важно. Так, про вязание ночью. Опять же, мы вязальщицы, нам нужно все связать, довязать побыстрее, побыстрее.
Надо довязать вот сейчас, а то завтра времени не будет. Буду вязать хоть до утра, но пока не закончу, спать не лягу. Не надо так делать. Мы знаем, что это режим, опять же. И опять, если вяжем допоздна, ложимся спать, в голове все прокручивается, какие-то носки уже все у нас во сне уже снятся. Делаем ошибки, потом с утра просыпаемся, видим, что что-то напортачили, нужно перевязывать, и времени уходит еще больше. Не надо заниматься вот такой. Это перебор, и также спим спокойно и с утра доделываем, или когда есть время, на следующий вечер лучше. Все спокойно, без фанатизма. Это все идет не на пользу. Если хотим побыстрее связать изделие, нужно, я заметила, отложить телефон в сторону. Потому что это отвлекает, какие-то сообщения, опять что-то залез посмотреть, туда отвлекся, перешел на другую страничку. Это на самом деле время скрадывает очень много телефона. Если вы заметили это, пишите в комментариях, как у вас с этим обстоят дела. И телефон в сторонке намного сэкономит ваше время. Вот поверьте, это так и есть. Я уже заметила. Единственное, что у меня все схемы в телефоне, все описания. И опять телефон под рукой, полез смотреть схему и опять отвлекся, залез на одну страничку, на другую, уже забыл, что смотрел, полез на третью, и время так и утекает. Поэтому желательно распечатать схему. Но у меня вот нет принтера. Чтобы лучше пусть будет бумажный листок со схемой, с описанием, и в телефон уже придется меньше заглядывать и отвлекаться. Так, ну вроде бы рассказала, что хотела сказать. Какие у вас советы вот именно начинающим вязальщикам у вас есть? Пишите также в комментарии. Давайте делиться своими секретами. Что вы знаете с опытом, какие приобрели лайфхаки, как сейчас модно говорить. Так, хочу показать клей, каким я крахмалю снежинки. У меня часто спрашивают, желтеет, не желтеет. Вот покупаю вот такими ведрами клей Оптимист ПВА стандарт. В строительных магазинах продается килограмм. Вот у меня этот клей сейчас уйдет. На эти новогодние праздники уже заказали много снежинок. Сейчас буду заниматься, наверное, снежинками уже. Переходить на них вязать. Заметила, что когда крахмалю клеем в маленьких бутылочках канцелярским, ржавеют иголочки. Не знаю, в связи с чем это так происходит, с чем связано. Ну вот именно канцелярский клей, остаются следы от иголочек. Хотя булавки, вот эти иголки, какими я блокирую, и салфетки, снежинки у меня не ржавеют. Но именно вот от клея ПВА канцелярских. Так. У меня сейчас этого клея, к сожалению, нету. Показать. И вот им лучше не блокировать снежинки. Или он слишком густой, я не знаю, в связи с чем это связано. Хотя также ПВА, может быть, более концентрированный. Этот клей вот для снежинок я не развожу водой. Но опять же, смотрим от густоты, как зависит. Когда его мало остается, он уже там, может быть, подсыхает, можно немножечко водой и развести. Все это уже делаем на глазок и экспериментальным путем. Так, что вам еще рассказать? Ну, вроде бы все, что хотела. Так, навскидку, что вспомнила, рассказала. Скоро с вами будем вязать вот такие снежинки с бусинками. Но именно не эти уже я, наверное, не повторю. Это я просто вязала для отдыха. А другие что-нибудь придумаем с вами. Поэтому заготавливаем вот такие бусинки. Диаметр 6 миллиметров. И клей, булавочки и основу, на чем будем блокировать снежинки. Вот такую уже снежиночку мы с вами вязали недавно. Очень красивая снежинка. Я вязала ее по фотографии. Это не я придумала, а нашла в интернете и повторила. Очень красивая снежинка. Если вам понравилось это видео, вы нашли для себя какой-то полезный совет,
ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Как я вижу по статистике, среди моих зрителей 50% смотрят с подпиской, 50% без подписки. Вот подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!